Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События недели с 25 по 31 декабря. Заключительная неделя уходящего 2023 года. И я поздравляю всех, кто встречает Рождество 25 декабря. Давайте верить в то, что мечты все-таки сбываются. И если мы приложим даже некоторые усилия, то обязательно нужные двери откроются перед нами, и нужные люди встретятся на нашем пути. Спасибо вам, мои дорогие, что вы со мной были весь 2023 год, за ваши искренние комментарии, я вас благодарю, добрые пожелания. И я так верю, что 2024 год для нас, для всех принесет еще очень много чего хорошего, интересного, более позитивного и радостного. Давайте посмотрим вот эту неделю, каковы события. И первую карту, которую мы с вами достанем, она будет звучать так. Что вас порадует? Какие сюрпризы со знаком плюс, мои дорогие львы и львицы, вас ожидают? А здесь что-то по судьбе у вас решается. Всегда, когда старшей аркадой, это воздействие обстоятельств. Или назовите это высшие силы. Или как ангелы-хранители словно вам дают подсказки. Кстати, открываю какие-то новые возможности. И одновременно что-то, то, что было связано с негативом, завершается. Ангел вам трубит о возрождении. Конкретно вот так карта и называется. Ну и, в общем-то, изображение, оно соответствует этому содержанию. Избавление от боли, от страданий. Это переходное значение, как пороговое между прошлым и будущим. Вот что-то такое у вас произойти может на этой неделе. Либо вы для себя, может быть, какую-то стратегию, тактику, даже пусть по делам или по вашей жизни, может быть, по личной жизни, что-либо определяется у вас. Или это как ваш внутренний инсайт, окончательное решение по поводу тех или иных проблем. Каких? Вот я вам скажу. Как раз у вас на пороге какие-то возможности больше зарабатывать, мои дорогие. Или что-то решить по работе. Увидеть новые возможности собственного творчества, собственной личности вообще. И где-то уйти от холода во взаимоотношениях. Вот, наверное, взаимоотношения и финансы будут для вас основным приоритетом на этой неделе. Или, по крайней мере, это будут ваши решения по поводу взаимоотношений и финансов. У кого-то это взаимоотношения по части работы или, повторюсь, бизнеса, хобби, творчества, то, чем вы занимаетесь, или то, что вам приносит где-то вдохновение, работа должна приносить радость. И в то же время, безусловно, финансовые эквиваленты начали. Зачем? Зачем мы все это делаем, правда? То есть какой-то рост нашего благополучия, вашего, мои дорогие, он предусмотрен. И вот эти вопросы на оси отношения финансы у вас как будто благополучно решаться по части, особенно финансов. Энергия денег для вас будет сильна на этой неделе, потому что у нас показан профессионал, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И показан как тот человек, который уже добился чего-то. У него уже теперь что-либо получается. И это как рост профессионализма, рост вашей экспертности в чем-то и новые горизонты. Здорово. Вот. Что будет радовать? Что-то плохое уходит окончательно из вашей жизни. С новыми возможностями, с новыми какими-то решениями вашими, с новым вдохновением. У вас, видимо, произойдет переход, может быть, и 25 числа, кто знает, все-таки такая дата Рождества. Ну, а может быть, и ближе к Новому году, 31 декабря. Знаковая неделя в целом. Но все же, давайте теперь я достану карту, что будет радовать и каковы сюрпризы. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, мои дорогие львы и львицы? Хорошо, две карты. Давайте достанем, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения. А может быть, от вас скрывают. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес посмотрим. Энергия денег. Личная жизнь. И карту совет достанем, как видят карты. Итак, что же будет вас радовать, мои дорогие львы и львицы? Шикарно. Праздник после победы. И где-то все то, что я до карт говорила. Правда, позитивная неделя в целом, для себя что-то решить. Безусловно, от вашей активности или, когда мы
событиям словно выходим навстречу, то есть все равно мы что-то делаем, прикладываем свои желания на какую-то конкретику дня, и тогда мы получаем результат, причем тот, который нас радует. Мы спросили, что будет радовать, какие сюрпризы, и нам снова говорят где-то про отношения. У нас изображена семья на 4 жезлов, и 4 жезла, все же жезлы – это дела, работа, бизнес и деньги, правда, финансы, отношения, главные темы. И есть уже как будто как и праздник. У кого-то буквально подготовка к празднику, вы будете что-то планировать, где вы встречаете Рождество или Новый год, как вы обустраиваете свою жизнь или обустраиваете дом, жилище, делаете его более комфортным. Вместе можете со своим супругом, партнером что-либо планировать на будущее. Взаимопонимание в целом, мои дорогие львы и львицы. Одним словом, праздник неожиданности. Вот так. У кого-то предложение руки и сердца, у кого-то может быть известие для девочек, для девушек, что я беременна, правда, карта императрицы. Но вообще это карта власти. Власти доброй, более лояльной, которая со всеми сумеет договориться, обойти острые углы, так или иначе все равно перевернет свою сторону, и сделает она это элегантно. Поэтому, каковы бы ни были неожиданности, вы все равно можете переложить как-то себе в плюс, мои дорогие. Безусловно, статусная карта у кого-то будет означать изменение статуса по работе, ваши личные ощущения, понимаете, когда вы не просто чем-то вдохновляетесь и воплощаете в жизнь свой проект, а когда самодостаточность, вот это очень важное качество, вы прочувствуете остро, как у меня что-то получится, так и словно уверенность в завтрашнем дне. Вот в неожиданностях все то, что со знаком плюс, вот как будто так. Или тот проект, который вы хотели бы осуществлять, но, может быть, то времени не было, то духу не хватило что-то начать. Как раз начать можете. И будет победа, и будет праздник, и вы можете на этой неделе, правда, если было желание как будто, к примеру, монетизировать ваше хобби или ваше ремесло перевести уже тоже на какую-то финансовую основу. И вы можете в эту неделю начать и увидеть, что почему же, пожалеть даже, почему вы этого не сделали раньше. Вот такое у кого-то тоже может проиграться. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Да нет ничего, чему бы сейчас не было времени. Единственное, у вас жезлы и императрица. Карта власти, повторюсь, по императрице, и у нее все под контролем. Все же ей свойственны, безусловно, как эмоции, но она умеет сделать так, чтобы эмоции ей не мешали. А рыцарь кубков – это предложения, какие-то комплименты по части эмоций все-таки. Эмоции на конкретику не очень переложишь. Они нас, да, вдохновляют. Чему не время, говорят. Может быть, чересчур чего-то такого ожидать, что либо разрешится само, кстати, либо не очаровывайся, чтобы потом не разочароваться. Но я не могу сказать, что что-то помешает. В принципе, сама по себе приятная неделя, нет как таковых помех. Но может быть баланс между ситуацией и эмоциями, вот это как будто нужно держать. Что же будет вам помогать? Давайте мы посмотрим дважды. А вот как раз умелое переключение между делами, может быть, и личной жизнью, между тем, что вы хотите осуществить, или вам приходит как предложение какое-то, и как будто это будет помогать. Если вы будете себя пробовать в новых делах или откликнетесь на предложение о поездке куда-то, обязательно куда-то съездите. Потому что, может быть, в этой поездке для вас что-либо прояснится. Или какой-то вопрос в конкретной местности вы решите опять же быстрее. Или это будет больше ясности. Вот такое может быть. Может быть, еще, знаете, по двойке пентаклей у нас проходит легкость на подъем. Почему вот я это все перечисляю? И легкость на подъем имеется в виду, как вот я говорила, какой-то новый проект, да, с новым вдохновением начать, а получится больше и лучше, чем у профессионала бы это получилось. Вот поэтому такой своеобразный квантовый скачок по каким-то делам, финансам, по вашей состоятельности, самодостаточности, когда у вас любая ситуация будет под контролем, у вас
Очень серьезная карта императрицы выпала. А первая, как будто праздник после победы. Сама по себе удивительная неделя. И тут правда, что будет помогать. Может быть, конкретный человек, который, часто по королю кубков у нас идут наши супруги. Или ваш партнер в личной жизни может помочь, как и словом, так и делом. Может быть, вы вместе куда-то отправитесь, дважды поезжайте. Тогда, видимо, как-то вас вместе сблизит вот эта поездка, или будут интересные разговоры, может быть, обсуждая что-то новое, какие-то решения вы примете. Безусловно, вдохновение точно будет, и сам по себе интерес к жизни. Это как будто все помогает. Но может быть и помощь конкретная в каких-то делах от вашего партнера. Такое тоже может быть. Или по королю кубков у нас проходят люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды, рыбы, рак, скорпионы, или люди, имеющие асцендент, может быть, какая-то помощь от конкретного человека. Может быть, это где-то по части дела, работы, бизнес или решение каких-то общих вопросов. Давайте мы посмотрим, что же скрыто для вас. Вы знаете, вы находитесь действительно не случайно, выпала карта страшного суда, она только так называется, а по факту это, как я сказала, переходовое значение, и это вот как раз карта перехода или сдача экзамена. Что скрыто? Это, если мы в целом про энергетику, это жизненный, опять же, экзамен. Что-то в нашей жизни завершается, и мы переходим на другой уровень. Чего-то уже или по чему-то, по каким-то событиям не стоит не горевать, не думать, что, может быть, хотели вы что-либо осуществить. Тут жизнь вас развернет в сторону чего-то другого. Изучение языков, изучение какой-то новой темы творчества, изучение нового направления в работе, построение новой карьеры. Всегда тройка пентаклей, мы что-то учим, потом сдаем своеобразный экзамен, и мы уже как будто более экспертны. Мы развиваемся дальше, открыты миру, новые возможности. И что бы вы тут ни делали, не изучали, чем бы вы ни занимались, все-таки это у нас пентакли. И поэтому по этой карте предусматривается, что мы вот эти знания или свои какие-то желания, которые мы знаниями подкрепим, может быть, переложите на финансовые рельсы, и в последующем нам карта обещает финансовое благополучие, рост самого по себе дохода финансового. Вот что-то у вас это скрыто. То есть у вас сейчас как будто какой-то начальный этап, правда? И в последующем рост, как и самодостаточности, то есть когда у меня все получается, и я уверенно смотрю в будущее, так и рост финансов, и это тоже само по себе прекрасно. Нет здесь какой-то, знаете, негативной подоплеки в этой карте, что намеренно кто-то от вас что-то скрывает. Нет, перед вами, да, открытый путь, зеленый свет, мои дорогие львы и львицы, дела, работа, бизнес. Паш Пентакли, новые начинания, и все то, что я уже, в принципе, говорила. Какая-то новая тема, новый проект, ваше новое качество и новое качество жизни, или в каких-то новых условиях, или с изменившимися обстоятельствами. Даже если в вашей жизни не происходит сейчас каких-то глобальных перемен, и работа прежняя остается, и вы человек семейный, в паре все понятно, это могут быть все равно какие-то изменения, предположим, дела, работа, бизнес, как смена руководителя или какого-то графика, или еще перемены на работе, но для вас это все равно новые возможности. Будьте внимательны. Сама по себе неделя спокойная. Давайте посмотрим, что же с финансами, хотя нам уже про финансы сказали. Правда, финансы вас будут радовать, мои дорогие. Паш кубков, приятные эмоции, но, видимо, не слишком очаровываться, и где-то Паш кубков с рыцарем кубков пересекается. Может быть, знаете, когда есть деньги, будет желание что-то эдакое купить. Вот тут будьте аккуратны, потому что эмоции, не лучший подсказчик, как потратить деньги. Будьте больше педантичны именно в решении финансовых вопросов. В личной жизни видимо, разные могут быть ситуации. Может быть, это будет связано с друзьями или каким-то вашим окружением. По семерке жезлов это всегда воздействие извне каких-то людей на вас. Причем у каждого свой интерес. Называют это еще карта соревнования. Может, правда, у кто-то конкурс какой-либо проходит. И здесь главное понимать, как будто с одной стороны хватит сил парировать.
Но главный вопрос, а надо ли этим заниматься? Почему чаще эта карта советует уходить от конфликтной ситуации или занять позицию стороннего наблюдателя, словно за кулисами, наблюдать и в нужный момент, если того требует обстановка, вот тогда как будто выступить на авансцену или за себя сказать веское слово, или принять какое-то важное решение. Вас будут окружать, мои дорогие львы и львицы, те люди, которым от вас будет что-то нужно. И пусть эта карта выпадает на личную жизнь. Может быть, как большая семья, много родственников или какой-то режим многозадачности в личной жизни, как будто может быть. А возможно, для кого-то из вас это будут вопросы работы, их будет просто очень много, много общения. И одновременно много дел по вашему дому, по вашей семье, по отношениям в паре, потому что здесь придется все-таки как бы уравновесить, найти тот баланс между делами и приятным общением. Вот я вижу так. Совет от карт. И снова нам выпадает вам, мои дорогие, 8 пентаклей. Это та карта, которая уже переворачивалась. Это правда, карты живут своей жизнью. Но, видимо, как бы ни была приятна эта неделя в плане эмоций, но как будто голову терять нельзя. У вас сейчас очень продуктивное время, дела, работа, бизнес, и каким образом или откуда ко мне приходят деньги, каким образом я зарабатываю, может быть, вторичный доход. У кого-то это тоже развитие своего ремесла, развитие своего творчества. Вы сами. Но императрица ведь, в принципе, это и есть самодостаточность. Поэтому для вас будет важно какая-то и финансовая состоятельность, именно которая благодаря происходит вашим заработкам или вашему бизнесу, или тому, что вы делаете, вашему достатку, который вы создаете сами, вот понимаете, или какому-то вашему проекту. Вот этому нужно уделять внимание. Как будто все остальное, личная жизнь, она как-то складывается, видимо, сама по себе. В каком плане я имею в виду? Когда, наверное, те люди, которых вы уже знали по отношению к вам, будут больше проявлять приятных эмоций, будут вам больше стараться создать какую-то приятную атмосферу, теплую, взаимопонимание. Но пользуйтесь, что называется, этим, но не забывайте про какие-то именно свои очень важные дела. Потому что две карты, как рыцарь кубков, так и паж кубков, говорит, что как раз эмоции могут быть где-то через край, потому что приятности сами по себе какие-то, но они нам так бывает и могут замылить глаза. А у вас есть какая-то конкретика на этой неделе, которая для вас очень важна. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы. Будьте счастливы и любимы всегда.